Друзья, когда в нашу жизнь приходят бедствия, страдания, боль, скорби, какие выводы мы делаем и как мы к этому относимся? Ну, конечно, мы будем искать причины, почему это со мной происходит. Кто-то будет думать, а может у меня это на роду написано, как люди говорят. Или может у меня такая судьба, вот страдать и мучиться. За что на меня небо гневается? Или Бог меня не любит? Вот в чем дело? Почему это происходит со мной? Может, я живу не в том городе или не в той стране? А вот Иисус рассказывает нам притчу и объясняет о наших бедствиях. Давайте прочитаем с вами Евангелие от Матфея, 7 глава, стих 24. Иисус говорит: «Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Вот такая притча Иисуса, которая относится к каждому человеку. Но вот прежде всего, на что надо обратить внимание? Он говорит, что вот два человека строят дом. Как прекрасно. Но рано или поздно и на человека, который слушает слова Иисуса и исполняет, приходят бедствия. Вот то, что Иисус говорит, что и пошел дождь, и ветер, и наводнение, и реки разлились. Это просто бедствия какие-то. Это то, что с нами происходит. Была пандемия, вначале была война, а сейчас острая фаза войны. Это то, что мы с вами проходим. И вот человек, который слушал слова и исполнял, и в его жизни эти бедствия, но только дом устоял. И у человека, который слушал, но не исполнял Иисуса, тоже бедствие. Другими словами, Иисус говорит, что не ждите от этого мира, что будет все гладко и тихо. Помните, Иисус говорит, в мире будете иметь скорбь. Это относится ко всем людям. Но вопрос следующий. Устоит ли мой дом в этих испытаниях? Устоит ли мой дом в этих бедствиях? Что же такое дом? В библейском смысле это не просто кирпичная или деревянная постройка. Такая, знаете, неодушевленный предмет – дом. Дом ассоциируется в Библии, это прежде всего дом – это я сам. Павел называет свое тело хижиной. Вот прежде всего это я и моя жизнь. Дальше, дом – это моя семья. Дом – это, можно сказать, переводится как царство, это то, чем я занимаюсь, вот, что я делаю на земле. И дом – это потомство. Помните, написано об Иосифе. Иосиф из дома Давидова. То есть это широкое понимание дом. И вот Иисус говорит следующее, что рано или поздно придут испытания, придет бедствие. И если человек умный, он будет строить свой дом на правильном фундаменте. И он говорит, что есть правильный фундамент, который устоит при любом испытании, при любом бедствии. Он говорит, что тот человек, еще раз обратимся к Писанию, он называет муж благоразумный. Да, что тот, кто слушает слова и исполняет. Вот он фундамент, вот самый крепкий цемент или железобетон, на котором может стоять дом. Это я слышу слова Иисуса и практикую их каждый день. То есть фактически это работа
внутри меня, которую не видно. Мы часто пытаемся жить фасадом, когда мы показываем свою жизнь как бы вот снаружи. Смотрите, каков я есть. Мы пытаемся на людях как-то хорошо выглядеть, правильно говорить. Вот смотрите, какой я, вот моя жизнь. Да? Но Бог-то смотрит на сердце. И на самом деле внутренняя жизнь человека гораздо для Бога ценнее, чем вот это наружное, чем этот фасад. Поэтому еще раз, что такое фундамент? Как строить свою жизнь на фундаменте? Я каждый день практикую слова Христа. Я рекомендую вам вспомнить Нагорную проповедь, где Иисус учит всех нас: блаженны кроткие, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы. Он продолжает, что вы соль земли, вы свет миру. А далее просят нас ни о чем не волноваться, не тревожиться, относиться к Богу с полным доверием и прежде искать Царствие Небесное. Затем Он учит нас молиться и предлагает молитву «Отче наш». Он учит нас, чтобы мы никогда никого не судили из людей. И вот только после этого Он предлагает нам эту притчу, когда два человека строят свои дома, и называет мужем благоразумным того, кто слышит его слова, вот то, что он говорил, и практикует это каждый день. И вот тогда, какие бы бедствия ни случились, и он говорит, что будет рано или поздно, будет наводнение, что вода нахлынет на ваш дом, будет давить на стены, чтобы завалить ваш дом. Но с ним ничего плохого не случится, он выстоит. То есть ваша жизнь будет сохранена, и ничего с вами плохого не случится. А вот другой человек построил точно такой же дом, как и первый, который построил на камне. Он использовал точно такой проект, те же самые материалы. Возможно, те же самые строители или строители из одной и той же компании строили этот дом. Но почему он не выстоял во время наводнения? Почему он упал? Как Иисус говорит, падение было великое. Только потому, что он дом строил на песке, без фундамента. Что такое песок? Это наше с вами игнорирование практики того, что говорит Иисус. То есть мы то слышим, мы то знаем, но мы в своей жизни не практикуем учение Иисуса. И вот тогда это зыбкая почва. Тогда наша жизнь вся зыбкая. И когда приходит бедствие, нас начинает просто валить, и этот мир начинает нас затягивать. Друзья, нам надо задуматься, еще не поздно. Вот мы живем, и есть время выбрать для своей жизни фундамент. Каков он будет? Это будет скала, это будет учение Иисуса, которое мы практикуем, или это будет зыбкая почва, песчаник, когда мы не думаем о будущем и игнорируем Иисуса. Да поможет нам Бог строить свою жизнь и свой дом на камне. До свидания, увидимся через 1 неделю.